Сегодня мы поговорим на очень важную тему, поскольку есть люди, которые совсем не поняли бафа Асты антимагии отряда черных быков. Но это ладно, но когда речь заходит к тому, что это невозможно, ЧК скатился и таким образом автор черного клевера Табата угробил собственный тайтл, это уже чересчур глупое и поверхностное суждение. Автор не раз оставлял нам намеки к осуществлению антимагического взаимодействия с магией, как это было показано в 367 главе. Так что вам никто не мешает взять и перепрочитать ЧК с самого начала, чтобы больше не возникало таких конфузов, как сейчас. Благо главы состоят в среднем от 15 страниц, так что дело это вполне выполнимо. А сегодня я постараюсь донести к вам информацию об антимагии, которую я знаю, чтобы развеять ваши сомнения насчет того, что антимагический баф не невозможен, даже когда дело касается людей, обладающих маной. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Самое первое, на что стоит обратить внимание, так это на изначальные слова героям о том, что антимагия — это сила, которая способна разрушать магию. Это самое главное заблуждение тех, кто сейчас воспринял баф Асты своих союзников как нечто невозможное. И ведь прикол в том, что так и есть, антимагия действительно разрушает магию, но только так было в начале манги и еще когда сила демонолюбия выходила из-под контроля. Все, ведь изначально, как только парнишка получил пятилистный гримуар, он попросту махал мечами, разрезая магию противника. Хотя ГГ еще и отражал заклинания, направленные на него. Это что, не взаимодействие меча демона-убийцы, пропитанным антимагией и магией? А это было еще показано в 5 главе. Пусть даже если воспринимать возможность отражения заклинания врагов как особенность меча демона-убийцы, но это все равно не отменяет тот факт, что меч антимагический и сила демонолюбия все равно не повлияла на особенности меча. Такое же прослеживается и с мечом демоном-обитателем, который на минуточку может поглощать ману, а после выпускать ее как отдельную магическую сплэш-атаку. Но по логике антимагия разрушает магию, такого не должно было существовать. А на деле оказалось, что антимагия без препятствий позволила воспользоваться чужой маной. То есть она не просто поглотила ее, но еще дала возможность ее обратно вернуть. И я напоминаю, что это все еще происходит в начале манги, а если точнее, то Аста воспользовался маной Ноэль в 19-20 главе. Нам нужно понимать, что понятие антимагия разрушает магию — это в большей мере устаревшая информация и стереотип, поскольку она на данный момент может не только разрушать ману, но и всякими путями взаимодействовать с ней. И уже только на этой базе я несколько лет раз через раз в роликах продвигал идею взаимодействия антимагии и магии, но из-за стереотипа, приевшегося с начальных глав, не все люди восприняли меня. И ведь не стоит забывать, что про антимагию нам по сути мало чего известно. Человечеству всей вселенной о ней совершенно ничего не известно, ибо по ней нет, например, энциклопедии или определенных знаний, как есть о разновидностях других видов магии. Никто не знает, на что способна антимагия, а о ее свойствах мы узнаем от персонажей, которые путем проб и ошибок пытаются объяснить нам ее силу. Вот что нужно понимать. Даже Рю со всевидящим глазом Тенгенцу говорит об антимагии как о неизвестной и таинственной силе. А ведь этот черт много чего может узнать благодаря своим способностям, но даже ему неизвестно, как она работает на самом деле. А люди с единственным понятием антимагия разрушает магию, на минуточку, с информацией, полученной из догадок персонажей, которые тоже мало чего смыслят об истинных возможностях силы демонолюбия, возомнили, что они все уже знают про антимагию и сами для себя решили, что так не должно быть. Хотя мы не Табата, и мы не знаем, как еще может закрутиться сюжет этой вселенной. И здесь я не говорю о канонах жанра, а о тонкостях, которые приведут главного героя к своей цели. Хорошим примером аналогии антимагии в нашем мире, для того чтобы каждый понял, можно представить огонь. Огонь тоже все уничтожает, как и одно из свойств антимагии. Но вот огонь, оказывается, может не только вредить и все испепелять, но еще с помощью него можно синтезировать
использовать новое вещество, как, например, сплав какого-нибудь металла, также и с силой Либия. Поскольку нужно вспомнить, что пятилистный гримуар, в котором оказался демон Аста, изначально был четырехлистным гримуаром мечей эльфа Лихта. Но антимагия не сделала гримуар пустышкой, а так сказать изменила его свойства, совокупив особенности мечей с собственной силой Либия. Ну и чем вам это не взаимодействие? Проблема в том, что антимагия действительно может аннулировать магию, но делает это при определенных условиях. Да, вы все правильно поняли. Для уничтожения магии антимагии еще и нужны условия. И это не какой-то бред, а все действительно так и работает. Для начала, чтобы уничтожить чью-нибудь магию, Аста должен сам этого хотеть. Так у него выходит и разрезать вражеское заклинание, и даже может лишить врагов на некоторое время способности колдовать. Далее, как мы дойдем к паладинам, вы поймете, как это работает. А вот удар бесконечности, который главный герой продемонстрировал в битве против Люцифера, наоборот бьет лишь выделенную цель и не трогает союзника. И согласитесь, находясь тогда вдали ото всех, Асуру было бы сложно разобрать, кто на поле боя свой, а кто враг. Но для того, чтобы достичь такого приема, ГГ пришлось много тренироваться, и в особенности над контролем антимагии. Ибо когда эта сила выходит из-под контроля, как, например, в 325 главе, сражаясь вместе с Ями и Нахтом против Люцифера, войдя в режим ассимиляции с дьяволом, испускаемой неконтролированной антимагии было настолько много, что она мешала существованию двойной зоны маны Кэпа и вице-капитана Черных Быков. Так что неконтролированная антимагия также способна наносить вред магии, но только всему подряд. Это мы наблюдали уже на примере зоны маны Ями и Нахта, и уже более ранний вариант — это когда в битве против Загрида Аста, выпустив из меча больше антимагии, случайно рубанул по первому королю магов Люмьеру. И именно таким плавным образом мы переходим к выводу, что больше контроль над силой демона Либия позволяет Асте использовать антимагию совершенно по-другому, открывает ему еще ранее неизвестные способы применения этой силы. Это как когда первобытные люди познали, что огонь — это не просто опасность, но и способ приготовления еды, например, или же способ изготовления снаряжения из металла. Ведь, думаю, все понимают, что именно дала Асте тренировка в стране Хина. И те, кто скажут, что это его новоизученный прием Зетен, глубоко ошибаются, ибо это лишь дополнительный приз, полученный в ходе тренировок. А самое главное, что получил Аста на тренировках в стране восходящего солнца, так это знание, как управлять энергией Ки, и что с помощью нее можно целенаправленно манипулировать антимагией. Это и было его главным достижением. Поскольку только когда главный герой познал, как можно управлять антимагией, он смог поражать паладинов, уничтожая не их самих, а облик Святого Рыцаря, созданного Люциуса. Хотя когда он также катаной победил Данте, была поражена не только форма одержимого, но и само тело противника. Так что вот видите, на что способен контроль антимагии. ГГ захотел рубануть только то, что он хочет уничтожить, и сделал это. Сейчас же Астерикс сможет искусно выбирать то, что он хочет уничтожить, а что нет. И только когда Аста действительно познал, как можно контролировать антимагию, как ему пожелается, Рю и предложил ему провернуть тот же трюк, что он использовал на катании Ями, но уже на людях. При этом был использован меч демона обитателя, благодаря которому главный герой применил обратный прием Лихта, именно что раздал силу Либе своим товарищам. А то, что магия Черных Быков не исчезла, хорошо подтверждает то, что произошло с гримуаром мечей Лихта, и то, что их способности не изменились и попросту не исчезли. Так же, как мы видим, произошло и с магией Черных Быков. Их магия не исчезла, но при этом приобрела антимагический характер, как и мечи, теперь уже из пятилистного гримуара мечей. Кстати, еще в 207 главе, увидев способности меча от истинного обладателя, Астер начал подозревать, что возможно и он сможет провернуть что-нибудь подобное. Еще и Лихт тогда на него так посмотрел, так типа, как новый обладатель гримуара мечей, ты должен будешь научиться использовать их на полную. Так что этот прием в его исполнении был лишь вопросом времени. Но если бы тогда ГГ и осмелился сделать то, что он продемонстрировал в 367 главе, то случилось бы именно то, что и говорят сейчас люди, не замечающие множество моментов с самого начала манги. Так как тогда Аста обладал не истинными знаниями Аки и не знал, как с помощью нее можно было полноценно управлять антимагией. Но у некоторых может возникнуть вопрос, как вообще такому недалекому персонажу хватит умственных способностей, чтобы на каждом из
черных быков контролировать силу демона Либия? Ну, во-первых, не забываем, что нам говорил Рю, о том, что каждый маг, неважно на каком континенте он проживает, для того, чтобы использовать магию, они неосознанно манипулируют энергией Ки, которая есть в каждом человеке. А вот Аста обучился Ки от А до Я. Он не то что достиг уровня управления энергией Ки на уровне 7 драконьих мастеров страны Хина. Как только главный герой осознал всю суть Ки, он стал на голову. Да что там, он в разы превосходит всех магов, так как они даже в душе не чают, что такое Ки, и это я сейчас не включаю антимагию. А второе, так это то, что откуда вы вообще взяли, что ему нужно контролировать антимагию во всех черных быках на протяжении всего времени? Кто вам это сказал? В 367 главе об этом нигде не было написано. Возможно, все происходит при кастовании этого нового бафа, как с заклинаниями, которые лишь в момент создания привязываются к цели, а после уже без вмешательства создателя действуют так, как было запланировано. Так что не судите весь тайтл по одной вышедшей главе, когда само произведение еще даже не закончено. Так было и с некоторыми читателями, которые столько всего ожидали от Люцифера, хотя он даже не был основным антагонистом и лишь только играл на сцене Люциуса одну из его пешек. Что ж, я высказал все, что мне казалось важным, чтобы упомянуть в этом ролике. Если же еще остались люди с овьевшимся мнением, что антимагия разрушает магию и только, а по-другому быть и не может, и перепрочтение манги и мой ролик вам не помог, тогда, может быть, стоит перестать следить за этим, как некоторые называют, клоунским или детским тайтлом, поскольку вы его просто не в силах понять. Я тут не пытаюсь кого-нибудь унизить или обидеть, мне действительно хотелось помочь, хотя бы попытаться дать вам возможность разобраться, ибо если бы мне было бы пофиг, тогда я, возможно, даже и не делал этот ролик. Ну и еще, не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забывайте про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.